Добрый день. 17 мая, если бы обстоятельства сложились по-другому, стукнуло бы 85 лет очень интересному персонажу, скажем так, лидеру целого поколения. Человек очень своеобразный, абсолютная находка для здравомыслящих психиатров, на котором можно писать труды бесконечные было над анализом поведения. Человек, который только лишь появлялся в кадре и сразу заполнял собой все пространство. Просто становилась электризация. Все наэлектризировано. Речь идет о Деннисе Хоппере. Деннис Хоппер может быть не очень известен вам на слух, но я вам скажу, что вы наверняка видели его в каком-нибудь из фильмов, но не знали, что это Деннис Хоппер. Просто он был мастером эпизода, появлялся часто, и зачастую эта его маленькая роль была намного лучше, чем роль ведущих актеров. Уж запоминающаяся, так это точно. В чем причина? А в том, что этот человек умудрялся свою личную жизнь отождествлять на экране. Фактически, говоря другими словами, ему не надо было ничего играть. Надо сыграть психопата, пожалуйста. Надо сыграть наркомана-алкоголика, пожалуйста. Надо убийцу сыграть, извините, конченого, пожалуйста. Но тем не менее в этих хитрых глазах искрился ум. И когда его спрашивали: Деннис, а сыграли ли вы свою лучшую роль? Он говорит: к сожалению, нет. Мне вечно предлагают играть каких-то недоумков, полуидиотов и опустившихся людей. Но, честно говоря, он и сам заслужил такое мнение о себе, потому что в определенный момент в Голливуде о нем говорили, что Деннис человек, мягко говоря, немножко невменяемый. Ему доверять что-либо нельзя, но тем не менее этот человек когда-то прорвался в высшую элиту Голливуда. Об этом мы сейчас и поговорим. Как и за счет чего. Родился он 17 мая 1936 года в семье совершенно обычной. Очень много проводил времени на ферме у своего деда. Дед был фермером. Помогал деду с детства в сельском хозяйстве. То есть паренек имел навыки трудовые с самого, фактически, с пеленок. Но в то же время паренек уже тогда демонстрировал некоторые, мягко говоря, непонятные наклонности. Например, он сам говорил о том, что в 7-летнем возрасте дед как-то за ним не уследил. Ну как там следить? По хозяйству все время человек работает. Он нанюхался бензина. И он говорит: мне очень понравился этот эффект 7 лет. И мне дедов трактор показался чудовищем, которое рычало, кусалось и могло на меня наброситься. Я схватил под руки что-то первое подручное, типа молотка, и набросился на этот трактор и давай его молотить. Сражался с чудовищем. Ну, я не знаю, как вы, но у меня этот момент вызывает массу противоречивых мыслей. Но тем не менее человек развивался. В 12 лет он рассказывал, с удовольствием попробовал пивко, когда помогал деду убирать пшеницу. Говорит, это часто было на полевых станах. Ну, вы знаете эту обстановку. А что не потянуть пивка? Жарко и так далее. То есть и вкус ему очень понравился. Мало сказать того, что пристрастился. В детстве очень шалил в школе, хулиганил. Конечно, такие наклонности иметь. Но ума хватило. Смекнул, что в Канзасе в своем, в этом сельскохозяйственном районе, ему делать нечего. Уж больно он артистическая натура был, в хорошем смысле слова. И он, вы знаете, плюнув на все, дело молодое, веселое, наглое, дерзкое, рванул в Голливуд.
Вот так вот он и объявился в начале 50-х годов в Голливуде. И надо же такому случиться, что он как раз попал туда вовремя. Потому что Америке были нужны новые герои. Дерзкие, бунтарские, непонятные. Вот такие, как Деннис Хоппер. Тут на авансцену всплывает культовый персонаж голливудского кино. Мы о нем уже неоднократно говорили. Например, в ролике о Грэме Боннете говорили, с кого списал свой типаж Грэм Боннет. Причесочка, вот эти все дела, очечки. С Джеймса Дина, Джимми Дин. Выдающийся актер. И вы знаете, всего лишь 3 роли он сыграл, потом трагически погиб. 3 фильма. Но это был самый закадычный дружок Денниса Хоппера. Деннис Хоппер был его Санчо Пансой. Фактически был его тенью. Он очень слился. И даже перед своей самой смертью, на 74-м году, Деннис Хоппер в 2010 году вспоминал, что это был мой самый любимый друг, Джимми Дин. И с него я слизал всю свою жизнь. Вы знаете, это был такой человек, который, если что-то было не по его, несмотря что совсем молодой, тут же доставал выкидуху режиссеру, горлу, представлял и говорил: слышишь ты, сучонок, если ты будешь делать не так, а так, то ну ты сам понимаешь. И вопрос решался моментально. И вот такое поведение взял для себя за основу. Но вы понимаете, что Голливуд это мекка разнообразнейших людей. Поэтому это основа за основу, но его слава Денниса Хоппера, скандалиста, уже начала греметь. И многие режиссеры просто боялись с ним работать, потому что он может подставить. Вы понимаете, кино это очень дорогое удовольствие, очень. Любой фильм, даже самый низкобюджетный, категории «Б», даже по тем временам дотягивал по бюджету до $500 000. Я уже не говорю сейчас, что там творится. Поэтому это вам не музыкальный альбом записать, где совершенно другие бюджеты. Кино это, это целая планета, создать фильм. Так вот, конечно, многие рисковали, брали его. А я вам скажу, что Деннис Хоппер за свою жизнь сыграл в порядка 200 фильмов. Это с учетом сериалов. В художественных фильмах, наверное, ролей 150, это точно. Поэтому он брался за все. Еще немаловажный факт. Он был очень любвеобилен. Женщин любил страшно. 5 жен у него было. И вот последняя его жена была моложе его, сейчас скажу, последний раз он женился, ему было 60 лет, а ей 19. Вот розница 41 год. Можно, по-моему, в книгу рекордов Гиннесса заносить. Наверное, только Кирк Дуглас, знаменитый Спартак, переплюнул его. Вот боюсь ошибиться. Но тем не менее. И вы знаете, вы думаете, что молодая жена жаловалась? Нет, она была счастлива и довольна. Говорят, иногда, правда, может поколотить меня или там чего-то, но так все нормально. Так вот, Хоппер не чурался и театральных ролей, подвязался, пытался осваивать актерское ремесло в Нью-Йорке, в знаменитой школе Ли Страсберга. И я вам скажу, там же подвязался, удачно женился. Женился он на дочке одного из голливудских продюсеров Хейварда. Брук Хейвард звали эту женщину. У нее уже было 2 ребенка, но Хоппера это не остановило. Говорит, любовь его настигла, и он даже отбил какого-то жениха в тот момент у этой женщины. Через некоторое время она родила ему дочку, назвали ее Мэрин. И Хоппер, казалось бы, должен был бы зажить счастливой семейной жизнью. Пошли кое-какие роли и все остальное, но его периодические загулы доводили жену до безумия. Она страдала постоянными депрессиями, потому что ей надоело, когда Деннис приходит все время пьяный, нанюханный, под всеми делами, невменяемый и так далее. И мало того, частенько прикладывал руку. То есть, грубо говоря, колотил жену. Это не бог какая новость для многих. Тем не менее, это в стандарты общепринятые не вписывается. Жена утверждает, что слетел с катушек он окончательно в 1966 году, когда попал в Сан-Франциско в одну из первых колоний хиппи. Хиппи-движение очень своеобразное. Нет войне, один мир, любовь, радость.
и все остальное. Все это сопровождалось бесчисленным количеством алкоголя, всякой наркоты, рок-музыкой, драйвом, мотоциклами. И Хоппер понял, что это его жизнь. Тут подвернулся случай. Молодой начинающий актер, но сын весьма уважаемого актера, знатного папы Генри Фонды, Питер Фонда звали этого молодого актера, скорешился с Хоппером на почве бесконечных гулянок, зачастую перерастающих в страшные оргии. Как сам говорил Деннис Хоппер, это устраивается для того, чтобы было просветление в мозгах. Один раз человек попал на эти оргии и говорит, я попал в плотное окружение грудей женских, задниц и всего остального. Там было просто что-то непонятное творилось. Ну и во главе всего восседал его величество Деннис, конечно, под страшным кайфом, который просто от жизни ловил все удовольствия сразу. Так вот, Питер Фонда как-то совершенно случайно обратил внимание на то, что нету фильма о байкерах. А байк-движение мотоциклетное по всей Америке набирало полный ход. Вы помните, была такая структура «Ангелы Ада». Это целая байкерская философия, даже можно так сказать. И вот он предложил Хопперу, а давай снимем некий кислотный вестерн. Только там будут не лошади и не ковбои, а будут байкеры на мотоциклах. Опа! На ходу сразу сложился сюжет, никакого сценария. Нашли неожиданно продюсера, рискнул некий Берт Шнайдер, это был довольно, скажем так, удачливый человек. Он рискнул вложить в это кино 360 тысяч долларов. По голливудским меркам не бог весть какие деньги. Брук Хейвард, жена Хоппера, говорила, что ты не туда лезешь, у тебя ничего не получится. И твое кино будет бесконечным потоком дерьма. Вот так вот она и выразилась дословно. Хоппер вспоминает, что это уже вывело его окончательно. И он с ней расстался. Именно на почве непонимания его творческих потуг. Первые 40 тысяч долларов сняли на пробу. Проба всем понравилась. Но я вам скажу, что все это переросло. Фактически это был новый ход в кино. Без всякого сценария снимали на ходу. Фильм этот, наверняка вы знаете, Easy Rider, беспечный ездок, с очень охренительным саундтреком. Там, где прозвучала песня Born to be Wild, рожденный диким, группы Steppenwolf, Степной Волк, одна из песен. В этом фильме еще блеснул и был номинирован на Оскар за роль второго плана выдающийся американский актер Джек Николсон, который на тот момент, на 69-й год, был совершенно никому не известен. Абсолютно. Но эта роль сделала его звездой. Фильм был триумфатором. Америка приняла этих героев. Двух мотоциклистов, к которым присоединился адвокат, которого играл Николсон, которые по жизни были не очень удачливые, но мотались по Америке, хотели закончить с такой жизнью. Там показано все. И особенно молодежь приветствовала этих героев. Очень приветствовала. Фильм был триумфатором в Каннах. Хоппера признали лидером нового поколения. И все от него ждали нового кино. Но он окончательно слетел с катушек. Потому что он познал славу, деньги и все остальное. И ушел в глубокий алкогольно-наркотический трип. Я вам скажу, что он из него выбрался. И великолепный фильм есть режиссера Дэвида Линча «Синий бархат», Blue Velvet 1986 года, где, я думаю, и мы наверняка тоже так все думаем, что Хоппер сыграл свою лучшую роль. Фрэнка Бута, убийцу, психопата, наркомана, алкоголика, где ему солировала Изабелла Росселлини. Я вам скажу, это страшный фильм, моментами просто жуткий, и до сих пор считается в Голливуде, что киноакадемия допустила одну из самых своих больших ошибок, не дав за эту роль Оскара Деннису Хопперу. Я вам скажу, Фрэнк Бут это жуткий персонаж. Просто жутчайший. Вот вы даже можете видите, посмотреть, там есть нарезка с ним. Именно вот кадры из этого фильма «Синий бархат». И вот вы посмотрите. Ну, просто
ты понимаешь, что человек не играет, это он есть и сам. Ну, конечно, Хоппер, вы не подумайте, не такой уж маньячило откровенный. Он был известен еще как классный фотограф, художник. Мало того, у него даже была в питерском Эрмитаже выставка в 2000-х годах. Его понимали, он действительно был крутой фотохудожник, очень. И картины были его продаваемые. То есть это был творческий человек, который замкнулся. И снимался он у многих режиссеров. Вот из умных сразу вспоминается Вим Вендерс и фильм «Американский друг». У Фрэнсиса Форда Копполы в фильме «Апокалипсис сегодня». Он везде пытался быть, потому что, как он говорил, и женщины стимулировали. Все-таки 5 жен, большие выплаты идут. Постоянно нужны деньги. За все брался. К сожалению, умер он 29 мая 2010 года от рака. Рак простаты, переросли в костные заболевания. Невозможно было это дело остановить. Но тем не менее его образ остался в памяти. И мы до сих пор, когда видим его лукавый, а в то же время буквально перерастающий на ходу в маньячный взгляд, понимаешь, что это была еще та фигура. Поэтому очень рекомендуем ознакомиться с творчеством Денниса Хоппера. Спасибо за просмотр. Всего вам доброго.